Мы находимся здесь, на этих крутых горных склонах, среди густых лесов и старых каменных руин. Это место скрыто от шумных дорог и современных городов. Исторические архивы и хроники помнят времена, когда здесь жизнь кипела совершенно по-другому. И если заглянуть в архивы, станет понятно, кто создал это поселение. Большинство мужчин здесь были моряками, капитанами дальнего плавания. Пока они бороздили море и океаны на парусниках, их семьи оставались жить здесь, высоко на горе. Местные жители упорно обрабатывали каждый кусочек земли, сажали виноградники, оливки и огромные каштановые леса, которые веками кормили эти семьи. История этого места – это история постоянной борьбы и разлуки. Жить в горах и одновременно быть связанным с морем требовало огромного труда. Женщины вели хозяйство и воспитывали детей в изоляции, ожидая возвращения мужей с другого конца света. Каждый дом здесь строился на века из чистого камня, высеченного из местной скалы. Но время шло, эпоха парусников и старых путей закончилась, люди начали спускаться к побережью, поближе к дорогам и новым возможностям. Селение опустело. Сегодня исторические хроники – это единственное, что осталось от прежней жизни этих стен. Природа забрала свое, оставив нам только камни, которые до сих пор помнят все. Всем привет, дорогие друзья! Нахожусь на вот таком потрясающем месте. Посмотрите напротив меня, какие дома старые, с каменем. И здесь вот такой вид потрясающий. Посмотрите, какой вид открывается. Какие горы потрясающие вокруг. Почему я включился? Сегодня я хочу посетить деревню духов, заброшенную, которая где-то там находится. Вот здесь где-то. Я не знаю, видно или нет. Это очень высоко, друзья. Почти 800 метров. Высота почти 800 метров. На данный момент я прошел где-то километров 10 и решил останавливаться, попробовать дойти там до заброшенной деревни, как-нибудь подняться и пройти через эту гору, которая 800 с чем-то метров, оказаться совсем на другую, противоположную сторону, вот, в другом городе. Вот. Видите, как высоко, 16 часов дня, я не знаю, 3-4 часа, сколько мне понадобится, и могу ли я это сделать, потому что вот такой подъем. Сейчас буду питаться, начинать путь, чтобы как-то вот так, как видите, вот эту гору здесь, через нее пройти. Вот. Хотя на самом деле я сейчас весь красный, я прошел до этого места 10 километров. Это вы, наверное, видели в одном из роликов, которые были прошлые. Просто я сейчас решил попробовать, друзья. Поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной, попробуем вместе. Итак, залив, прощай. Увидимся, наверное, в другой раз. А нам пока что там туда, я не знаю, как видно будет там. Это очень высоко вообще. Это нереально как высоко, друзья. Вообще нереально как высоко. Сейчас вам покажу еще отсюда.
Чтобы вы представляли, вот это вообще просто почти километр надо вот так подниматься. Так что пожелайте удачи. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на мой инстаграм и телеграм. И пойдем. Вот это начало дороги. Вот. Привет еще раз, друзья. Только что начал подъем к деревне, заброшенной деревне в горах, заброшенной деревне духов. И вот тут кладбище и водичка. Немножко, чтобы немножко намочиться, в эту жару поможет. Просто намочиться немножко. Чтобы легче добраться, где-то там почти 1000 метров надо подниматься в гору, друзья. Почти 1000 метров. Пойдемте посмотрим. Пойдемте, друзья, подниматься через хребет, через гору. До куда дойдем, я не знаю. Надеюсь, что получится. Такой путь. Такие ступеньки. Это пока что еще, наверное, легкий такой подъем. Посмотрим, что там будет. Природа тут классная. Деревья, каштаны растут. Просто идеальное место. Это дорога, то есть эти ступеньки, которые идут под наклоном вверх. Это просто что-то, друзья. Эти ступеньки ведут меня туда, где цивилизация полностью оборвалась. Я иду в мертвые села, в заброшенный мир, где в густой тени вековых каштанов и тишины облаков застыло забытое время.
Постараюсь зайти нормально, как могу, поискать эти села или те дома хотя бы, которые заброшены. Очень интересная история, так как в основном на этой горе, вы видели, где залив, жили жены от моряков. В то время, когда они плавали и не возвращались. Он тоже горит там. А внизу залив. 40 градусов тепла, 38. Видно по моему лицу. Это большой полуостров, друзья. Я нахожусь с одной точки, где я показал там залив. Мне сейчас предстоит очень высоко подниматься, попытаться, я не уверен, попытаться перейти через полуостров и оказаться в другом городе. Так как в данный момент я прошел по этой жаре 10 километров. До этого момента 10 километров прошел. Я не знаю, насколько у меня силы хватит попытаться дойти. Не знаю, друзья. Пойду немного подниматься. Как будет что-то более интересно, я обязательно включусь. Оставайтесь со мной. Посмотрите, какой жестокий подъем. Все заросшее. Хом. Это только начало, а уже голова кружится. Это только начало, друзья. Это только начало. Идем дальше. Как дойду хотя бы до деревни заброшенной, включусь. Вон где-то залив остался. Внизу. Идем дальше, друзья. Хожу, поднимаюсь, очень высоко поднялся. Первые 200 метров, может. Ступеньки. Вон залив внизу. Значит, пластырь надо. Не помогают эти пластыра, блин. Магазинов я вообще. Просто отклеиваются, как ни в чем не бывало. Опять натер ногу. Думал, пластырь поможет. Оказывается, это вообще. Только ставил его и все. Он уже отклеился. Надо срочно остановиться, где-нибудь воды попить. Так как за этот подъем пока что не останавливался. И может носки другие надеть, чтобы ногу не натер. Как-нибудь так надо думать.
Сейчас где-нибудь остановлюсь. Здесь отдыхал, поменял носки, одел вот эти поглубже, чтобы ноги не натер, потому что подъем приличный, почти 1000 метров будет, а я уже это километров 15-17 прошел. Вон там заброшенная церковь. Какие-то дома заброшенные. Такое место жутковатое. Особенно если здесь ночью отказаться. Сейчас мы немножко внизу залив. Почти с этими горами напротив выровнялись. А здесь какой-то крест. Вон она деревня на полу там заброшенная. Некоторые дома есть, некоторые заброшенные. И вот такой крест. Здесь. Вот такое место потрясающее. И там эта деревня заброшенная. Вверху горы. Внизу залив, где мы были до этого. Наверное, пойдем туда. Посмотрим, что там. Вот такой потрясающий вид на залив отсюда открывается, друзья. Вон там церковь, где заброшенное село было. Потрясающий вид. До этого колокол было слышно. Вот. Наверное, значит, церковь древняя, старая, но все-таки еще все кто-то есть, кто-то звонит в колокола. Сейчас будем потихонечку подниматься наверх. Оставайтесь со мной. Жара невыносимая.
Что-то я заметил, что слишком много останавливаюсь. Это занимает много времени. Вот посмотрите, какой дом заброшенный здесь. Из камня. Сейчас там внизу заброшенного. Посмотрите, какой вид потрясающий вообще. Я просто в шоке, друзья. У меня намечается там тоже есть ролики вот. Будут с этих гор, там тоже с этих противоположных. Хожу, блин. Уже 20 километров прошел по этой жаре. Сам не знаю, как хожу, вот, ну как-то хожу. Вот такой дом здесь старый вообще. И внизу все старое, разрушено. Здесь тенька нет, ух, как напугало, блин, оса, я думал. Фу. Да, друзья мои, вон там наверху тоже заброшенный, я думаю. Колокола церковь. Наверное, видят нас сверху там. Здесь тоже все заброшено. Видите как. Смотрите, какие дома старые. Какие-то стены вот здесь. Очень древние. А это для чего? Для фотографии, что ли? Посмотрите, как это выглядит отсюда. Не могу там налево показывать, потому что пересвечивает из-за солнышка. Пока что никого не видно. Ну, слышно, что кто-то там, наверное, в церкви на колокола стучал. Смотрите, я, наверное, ставлю в этой деревне. Расскажу немного, как буду монтировать это видео в пару минут, чтобы вы понимали, друзья. Идем дальше. Если обратиться к историческим архивам, восходящим еще к XIV веку, перед нами открывается совсем другая картина. Когда-то это горное селение было живым центром, где проживало более 1000 человек. Здесь кипела автономная жизнь. Работали 2 маслобойни для производства оливок, 4 пекарни, школа и даже собственная община со строгими правилами. Каждый каменный дом, террасный сад строились на века усилиями целых поколений. Также здесь существовал старый местный обычай. Молодой мужчина, желавший жениться, был обязан высадить ровно 100 деревьев оливы. Если свободной земли не хватало, он должен был собственными руками расчистить участки в густых вековых каштановых лесах. Эти огромные плантации каштана и тысячи оливковых деревьев веками кормили местных жителей, а их урожай и изделия обеспечивали процветание всего края. Какой потрясающий вид открывается, друзья. А какой запах. А какая гора огромная вообще, которую мне надо перескакивать сегодня. Перелазить, если даст Бог. Все будет нормально. Я пока поднимаюсь через эту заброшенную деревню. Чувствуется какая-то энергия здесь. Давних времен. Когда человек молчит и ходит просто. И ветер как раз появляется вот в то время. Вот. Продолжаю пока идти. Когда-то недавно я был совсем внизу. Вот. Совсем внизу. Я не знаю, там ступеньки есть и туда, и туда. Я не знаю, куда эти ступеньки ведут. Сейчас посмотрим.
Есть пенек. И мурашки похожи. Я не знаю, правильно ли я иду или нет. Вон она, церковь. Наверху находится. Как до нее подняться? Мою тень видно. Здесь более-менее такое камни, вот эти дороги, все заросшее, заброшено. Здесь, смотрите, вот все заброшено. Дом такой убитый. Вот. Надо смотреть под ноги. Вот. Не знаю, я иду правильно, нет. Видите здесь, как это выглядит, все заброшено здесь, в этих кустах, кустарниках этих. Внизу тоже дома заброшены, видите, крыши, убитые дома. Надо же немножко сильнее стучать, чтобы вибрация была вот на земле, потому что здесь я хожу как ни в чем не бывало. Смотрите, это того стоило, друзья. Это того стоило. Это того стоило. Я просто в шоке. Я просто в шоке, дорогие друзья. Посмотрите, вид какой. Посмотрите, вид. Церковь Святой Анны. У меня мурашки по коже. У меня мурашки, где я был до этого, где я сейчас. Я весь красный, но я на вершине, друзья. Я на вершине, друзья. Когда-то я был там внизу, недавно совсем. Сейчас я здесь на вершине, вот, наравне с этими горами напротив, которые до этого мы с вами смотрели. Вот. Посмотрите, этот пейзаж отсюда. Вот. И эту потрясающую церковь Святой Анны. Вот это просто нереально, друзья, нереальное чувство. До сих пор здесь возвышаются старинные каменные храмы и летописи, которые фиксируют века существования этого места, от древних стен до старых колоколен с часовыми механизмами. Но когда времена изменились и торговые пути сместились к побережью, жизнь на вершине утихла. Люди постепенно ушли вниз к морю, оставив за собой лишь каменные памятники прошлого, которые теперь хранит дикая природа. Особое место в этой истории занимает старинная церковь Святой Анны, скрытая среди склонов. Возведенная еще в 7 или 8 веке, она является самым древним духовным памятником этих мест. Ее стены частично вросшие в скалу веками собирали местных жителей в дни праздников и молитв, являясь настоящим сердцем общины. А сегодня этот древний храм, окруженный дикой растительностью и тишиной, молчаливо хранит тайны прошлого. Потрясающее место просто, друзья. Посмотрите сзади меня. Церковь Святой Анны и церковь Святого Илии. Или церковь Святого Илия. Надо будет немножко подняться там наверху. Я думаю, что этой дорогой мы можем дойти. Просто я хочу здесь, на этом месте, запечатлеть это. Просто, друзья мои. Это очень древняя церковь. Очень старая. Это просто что-то. И вот такой вид на залились. Идем подниматься, наверное, нас сверху уже видели. Наверное, меня этот колокольчик видел сверху и наблюдает за мной.
Может, ему не нравится, что я с камерой туда хожу, но ничего. Если скажет, не буду снимать. Смотрите, какие старые ступеньки здесь. Много времени занимают эти съемки постоянно. Этот дом здесь напротив тоже весь обрушенный. Просто там сильно освечивается из-за солнца. Опа. Очень аккуратно здесь. Камни опасные совсем. Смотрите, какие руины. Каштаны, масляные. Я не знаю, будет ли у меня сила еще отсюда 700 метров подниматься через эту гору, там на хребет подниматься и с другой стороны спуститься в открытое море. А до этого я там был в зале. Как-то так. — 1833 год написано там. Вот такие лавочки и такой вид. А здесь бы позавтракать, наверное, было хорошо. Я в шоке просто. Закрыто здесь. Сама церковь закрыта, друзья. Надо дальше идти. Надо дальше идти. Надо дальше идти. Ой, здесь нету пути, надо возвращаться назад. Тут некуда идти. Надо будет назад возвращаться. Там, где был указатель. Итак, друзья, продолжается наш путь. Вон позади, где осталась церковь, там должен был быть путь, но, к сожалению, его закрыли там. Почему, я не знаю. Почему люди все закрывают там, хотя это не частная территория. Не знаю. Приходится идти вот таким непонятным дорогам. Сейчас куда, сам не знаю. Что дойти до вершины. Чтобы дойти до вершины.
Будет ли дорога или нет, сам не знаю, друзья. Это вы уже, наверное, узнаете в следующей части, так как с этого места здесь, скорее всего, я попрощаюсь. Посмотрите, какие виды здесь открываются. Это просто что-то. Это просто что-то, друзья. Трос металлический. И вид на Бакакаторский залив. Будет ли дорога здесь или нет, Бог знает. Каштаны старые. Подъем серьезный, очень серьезный. Не хотел бы, чтобы меня ночь застала в этих горах. Тут более-менее проясняется более-менее дорога. Но она очень такая. Огромная. Куда идти сейчас? Здесь дорога, там дороги. Вот. Путь, который вводит в заблуждение. Очень серьезный подъем. Ух ты! Да не. Это очень даже серьезно. Даже для меня. Я не знаю, что делать. Включусь в следующий раз. Не буду тратить карту памяти. Надо поменять все это. Посмотреть, куда и что. Я не знаю, куда мне идти дальше. И что будет дальше. Оставайтесь со мной.